Сейчас у нас будет ежемесячная уже такая рубрика «Ответы на ваши вопросы», друзья, которые вы задаете. Поэтому не забывайте под этим видео задавать вопросы, чтобы я в будущем на них ответил, которые вас интересуют, разного характера. Некоторые вопросы в прошлый раз были очень забавные. Ну давай, погнали, что там у нас? Киберспортсмены получают пенсию, а я еще не вышел на пенсию, чтобы об этом сказать. Мне кажется, вряд ли, к сожалению, на данный момент. Но лет через 10, а, наверное, может даже в некоторых странах, может и раньше, но вообще я думаю, что это все в перспективе к этому все идет. Такой сложный вопрос. Вот кем бы ты был, если бы ты не был бы кем ты сейчас являешься, да? Ну, не знаю, бизнесом бы, я думаю, занимался бы. Какого рода? Вообще не принципиально, мне просто нравится сама задумка развития. Ну, делал бы что-то для души и что приносит деньги. Вот, не знаю, так сложно сказать. Но вот я параллельно сейчас, можно сказать, блогер где-то, да, и как бы я считаю, что, может быть, снимал бы видосы прикольные какие-то. Вот эти вайны всякие бы снимал бы, может, я не знаю. Ну, такая история. Аудиокнигу. Ну, по поводу книги, да, то есть мы об этом думали. Не знаю, очень все достаточно непросто по поводу книги, потому что, ну, во-первых, ее нужно перевести на английский язык, мы этим сейчас занимаемся, ее нужно перевести на украинский язык, это все занимает время, ее нужно выпустить хотя бы на русском языке, на одном, да, чтобы общедоступно был. В перспективе мы это можем сделать, в принципе, перевести, но сейчас цели такой не стоит. Смотрите, по поводу подготовки к турниру, то на самом деле, ну, во-первых, онлайн надо понимать, да, то есть, во-вторых, надо понимать, трезво оценивать свои шансы, если, ну, на определенный турнир. То есть, если ты едешь на турнир, ты знаешь, как играют другие команды, ты реально понимаешь, анализируешь, в чем они хороши, то, ну, оцениваешь действительно свои шансы. К примеру, в команде Gambit, в которую я пришел, которая была в тот момент на рейтинге 24 место, я помню, на HLTV, у нас не стояла задачи побеждать на турнирах. То есть мы поставили себе цели, там, к примеру, скажу вам по секрету, была у нас такая цель изначально когда-то выиграть мейджор. Мы ее запланировали, и вот спустя год это произошло. Но остальные турниры, они были проходными, и наша цель была на этих турнирах получить опыт. Соответственно, мы тренировались очень много, мы тренировались месяцами просто, закрывались и играли. Поэтому, но мы знали, что мы всегда в роли догоняющих, естественно, мы не были в роли фаворитов на этих турнирах. Естественно, мы должны были дофигища работать больше, чем остальные, чтобы догнать и перегнать команды, которые сейчас в тот момент находились выше нас. Вот вы должны точно так же понимать, если вы команда, которая едет на турнир в роли фаворитов, то вы можете проделать определенную работу, приехать, и вас могут там долбануть, как нас долбанули Энцы, к примеру. Вы будете удивляться, как так, но никто не знает, сколько тренировались Энцы, сколько они проделали работы. Да, то есть, может быть, вот эта вот писечка, вот эти вот 2 раунда, им хватило как раз за счет того, что они больше проделали работы, и им это как бы воздалось по заслугам, скажем так. Если же вы едете командой догоняющей, вы хотите вот обыграть фаворитов, то вы должны просто, ну, очень много всего сделать и сделать больше, чем вот эти команды, и на дистанции это сработает. Но такого какого-то таймера определенного я не знаю, сколько надо тренироваться к турниру. Годами, месяцами, постоянно. Вот. По поводу найти спонсоров. Спонсоры, ребята, они хотят 2 вещи. Первое — это твои результаты.
это результат, да, в первую очередь. Второе – это медийность. Если у тебя нету первого, то, как правило, у тебя и нету второго, очень часто, да. Соответственно, вначале вы должны получить результат, а с результатами у вас появится какая-то медийность, и тогда придут спонсоры. А они сами могут прийти к вам, это не проблема. Да, я задумаюсь по этому поводу. Много у меня разных тату, не буду рассказывать, сделаю, покажу. Сейчас стабильно, вот уже 3 месяца, 2, 3, 4 раза в неделю. Стараюсь постоянно и поставил себе цели. Но раньше делал много бывали периоды, что пропускал по несколько недель, бывало по несколько месяцев. Вот, а так вообще на протяжении уже 10 лет, наверное, я бывает меньше, бывает больше, поддерживаю всегда, хожу, что-то делаю. Против команды Liquid абсолютно никаких таких особенных чувств не испытываю, просто помню, что мы им постоянно проигрываем, и хочется их просто обыграть и переиграться. То есть переиграться к команде, почувствовать против этой команды уверенность, силу. Я считаю, что если бы мы встретились на мажоре против команды Liquid, мы бы их обыграли второй раз. А против команды Astralis чувствую, что против этой команды всегда очень сложно играть, и она мало того, что команда играет очень сильно в игровом плане, да, то есть в игре они очень чуть жесткие, там комбинируют флешки, тактики, расклады, но также они очень заряженные и очень сильные бойцы характером. Это на самом деле важно. То есть их сложно сломать, их сложно вообще морально посадить. Да, у каждой команды есть какая-то такая грань, какой-то такой пик, когда команда до него доходит, мы называем это плывет, она устраивает заплыв. Это когда команда уже не может играть сконцентрированно, собрано, уверенно. Эта команда, как правило, начинает уже довольно-таки уверенно, там, со счетом, может, 10-1, и ты уже, ничего, все, что ты делаешь, ты начинаешь подплывать, вот, и тебе габела. А вот астралисы, они очень редко устраивают вот эти заплывы. Они очень часто, даже при самых сложных ситуациях, ищут вот этот крючочек, этот моментик, за что можно зацепиться, затащить раундец на каких-то соплях и потащить матч. Вот за это, конечно, я их очень сильно уважаю, они реально красавцы. Большие молодцы, респект. Команда, которая должна быть сегодня, в нынешнее время, в 2019 году, вот, которая, она должна была появиться и показать, что такое профессионализм вот, в киберспорте и как это работает. Вот Astralis нам это показали всем, поэтому они реально молодцы. После любого турнира нужен отпуск, особенно после мейджора, который проходил в Катовице, где мы просто за 2 недели, там уже депрессия началась, уже сходили с ума просто. Отпуск нужен после любых соревнований, потому что соревнования очень сильно выматывают, но очень часто такого не происходит. Даже в очередной раз мы летим в Китай, и из Китая летим в Америку на турнир, поэтому не будет отпуска. Но по-другому не получается, по-другому конкурировать с лучшими командами мира просто не выйдет, потому что все очень много работают. Отпуск будет потом, когда уже пойдем, так сказать, на пенсию по КС. Да, будут плюхи с автографами, вкладышами, будут всякие плюхи. Можно будет заказать книгу, ребята. Ждите, уже скоро появится место, сайт, где вы сможете сделать предзаказ. Вот. Книга должна быть бомбической, 400 страниц, много там всего интересного. Готовим, поэтому следите, ребята, и подготавливайте свои 12 баксов примерно. Вот. Но мы ее делаем реально, ребят, чтобы она была не просто книга, она как будет как сувенир, чтобы вы могли ее оставить себе
на память, можно ее и подарить кому-то, она будет красивой, твердой обложки, с классными этими страницами, там будут, ну, с автографами, вот этими всеми моментами мы работаем. Также там будут несколько плюшечек таких, что там будет номер определенный, зашифрованный. Тот, кому этот номер получит, кто его получит очень серьезный приз. Это будет, скорее всего, не один номер, их будет, мы думаем, какое еще количество, но разные будут призы, но один там готовим очень серьезный, поэтому пару таких маркетинговых ништячков мы тоже задумали. В начале лета мы планируем их запустить. Все зависит от внутреннего состояния команды. Все зависит, насколько ребята все чувствуют спокойствие, какой-то баланс внутренний. Если в команде все хорошо, если кто-то, по сути, когда ты просто не убил твой тиммейт, ну, он загнался. Все зависит от того, насколько ты к этому относишься и как относится твой чувак, который вот залошил, скажем так. Вот он залошил, если он знает, что команда посмотрит на него злостно и подумает, вот лошара, вот тиммейт, он будет себя и чувствовать так же печально. Если он залошил, а команда, он знает, что команда ему скажет, чувак, все нормально, в другой раз соберешься, он наоборот подумает, блин, он сам, любой человек, который заложил, он сам это знает, он скажет себе, блин, я сейчас соберусь, и он сам старается собраться. Его дергать за это не надо, поэтому все зависит от этого состояния. На данный момент у нас мы работаем над этим очень много, потому что есть с этим проблемы, но улучшения идут, скажем так. Да, конечно. У нас разыгрываются 3 слота ФПЛ главный, 3 ФПЛ С. Ребята, вы можете пробиться, это действительно. То есть те возможности, о которых я уже сказал, те возможности, которые у нас будут на нашей лиге в перспективе и в ближайшем будущем, буду постепенно вам рассказывать, то что вы сможете реально построить свою киберспортивную карьеру, вам будут сделаны определенные предложения очень серьезного характера, а дальше будет такое идти развитие, касаемо именно вас. Будет такой идти прогресс, ну, мне кажется, с максимально профессиональным подходом. Я считаю, самым профессиональным подходом в мире. Вот. Соответственно, это то, что мы запланировали и над чем мы работаем. А сейчас есть уже на данный момент ФПЛ, это вы можете туда выбиться и играть с лучшими игроками мира, и вас там могут заметить, и у вас может уже вот таким образом сложиться киберспортивная карьера. Как у многих, кстати, геймеров произошло, и вот просто таким вот за счет вот этого ресурса они построили свои судьбы, их свершились, поэтому все реально, да. Большое спасибо, ребят, за то, что вы задаете вопросы разного характера, часто забавные. Давайте что-то новенькое, что вас интересует, может быть, из личной жизни, но такое, что мы можем обсудить, может быть, какие-то секретики, что вы хотите узнать, пишите, и мы обязательно будем выбирать самые интересные, лучшие вопросы и отвечать на них. Пока.